Всем привет! Сегодня у нас 11 апреля, и до экзаменов осталось вроде бы 25 дней. Да, я в шоке, как быстро летит время. Да, кстати, я встала немножечко пораньше, чтобы немножечко поучиться. Но у меня вообще волосы торчат в разную сторону, поэтому, скорее всего, пойду буквально потрачу 5 минут, чтобы их помыть. И у меня будет оставаться 25 минут, чтобы что-то пописать по польскому языку. Вообще за 25 минут идти можно много чего делать, поэтому я что-то сделаю. Да, этот влог может получиться немножечко таким разбросанным по дням, потому что сегодня пятница. Изначально я думала пойти только на одну лекцию, но я решила пойти на все 3. То есть на первый английский, посидеть, поделать английский. Далее будет у нас обществоведение, к которому я не готовлюсь, поэтому буду там просто сидеть, писать как раз-таки польский этот, и дальше уже польский язык. Но у нас там идет чисто повторение. Да, мне, кстати, ровно 6 выставили уже за год по польскому. Еще мне надо будет отнести документ на стипендию, которую я заполнила сегодня. Да, потому что нам надо отнести этот документ за 7 дней до окончания учебного года. У нас, короче, будет так, что с 17 числа будут праздники пасхальные в Польше. Поэтому придем мы в школу только 22 числа, вроде бы. 23-го мы еще один раз сходим, и 24-го у нас уже выпускной. Я просто надеюсь, я смогу что-нибудь в этот день снять. Хотя, возможно, это будет так, что мы придем просто в класс, сядем, нам раздадут наши дипломы и свидетельства об окончании лицея, и все. И мы пойдем домой. Возможно, это как-то так будет выглядеть. А может, будет что-то покруче, там на сцене нам что-нибудь будут выдавать. Я просто попрошу маму, чтобы она со мной сходила и немножечко меня подсняла. Как-то вот так вот. Do tego będzie poprzyklejano kilka stron, takich dosyć grubych. Z każdej strony mogą być zdjęcia i pomiędzy tymi stronami będą takie kieszonki na przykład. Tak? Tylko to... Zdjęcia, dobra. No, Powiedz, jak kupisz ten album, to powiedz mi, ile może gdzieś? No już? tak, na zdjęcie jakiś, telefon jakiś, on musi odebrać. A, no dobra, dobra. Tak, jak chcesz, to mogę Ci przesłać te wszystkie linki, przejrzysz na... Proszę. Albo przez na początek. Bo czuła, nie ma to. Do widzenia. Do widzenia. Итак, хочу сейчас быстренько рассказать, что творится. Нам классный руководитель выдал бумажку, и мне надо бегать по всему лицею, собирать подписи от, получается, медсестры в кадрах, что-то взять подпись, в библиотеке я уже взяла, и от медсестры тоже взяла. И куда мне еще надо? Кадры. И в кассу зайти. Там что-то связано с этой столовой и интернатом. В интернате я не жила. Ну, то есть интернат — это общежитие в Польше. И только вот ела, получается, в 1 и 2 классе. А в кадре отдать ключ. Но, блин, я сегодня видела вот эту вот женщину, которая там работает. Она бегала туда-сюда, сейчас ее нет. Касса тоже закрыта, хотя она работает до 3 сегодня, с 10 до 3. Еще раз к ним зайду, если их уже вообще не будет, я зайду в понедельник.
Дерево уже отцвело, а было еще вчера вообще полностью беленьким, красивым. Да, все, я вернулась домой. Я побегала немножко еще по школе. В итоге оказалось, касса вообще не работает по пятницам, поэтому придется идти в понедельник. Но в понедельник я по-любому буду в лицей, потому что я пойду на польский язык. Что у нас, кстати, в понедельник? Математика, польский, география. Ты не знаю, идти мне на математику или нет. Я там пропустила одну самостоятельно, но она вообще была на самом деле не обязательная. Потому что уже оценки выставили. Может, схожу. Схожу, мы там, наверное, что-то порешаем. А если даже не порешаем, я поделаю польский. Затем схожу на польский и уже буду ходить по этим кассам, кадрам, отдавать ключи. Мне еще, кстати, должны отдать часть денег за шкафчик вроде бы как. Так что будет? Что это будет? Сейчас у меня в планах поредактировать видео, которое должно выйти. И те люди, которые смотрели мои предыдущие видео, посмотрят это, смотрели вот это, которое буду редактировать, которое будет перед этим видео, вы заметите то, что у меня никогда в видео не было. Это что-то абсолютно для меня новенькое. Я прям I'm so excited. И все. И дальше я уже буду заниматься польским. Я наконец-то либо же и польским позанимаюсь, напишу сочинение. Я сейчас как-то стараюсь идти в более таком быстром темпе. И то есть уже их писать не как сочинение для письменного экзамена, а как устный ответ для устного экзамена, для устной части экзамена. Поэтому, мне кажется, это все немножечко быстрее пошло. И поделать английский, потому что осталось... И да, я утром сказала 25 дней до экзамена, на самом деле 24. Поделаю по этой книге слова по-английскому. Вот, я уже сделала столько, где... Да, вот, я затем чуть-чуть сделала из книжки. Вот, нижнюю часть только. Я очень хочу ускориться. Ну, может, я не выучу эти все слова, но я хотя бы более-менее что-то запомню, может, что-то в моей голове отложится. И буду еще делать экзаменационное задание из книжки, которую мы покупали, потому что, извините, я заплатила за нее 20 злотых. Как бы, да, и учительница повысылала ответы, чтобы мы могли сравнивать. Даже если все будет идти плохо, ничего страшного. Пока буду это все решать, я хотя бы набью, пойму, как делать эти задания, увижу эту логику. Итак, я написала сочинение уже. На самом деле, еще не так у меня задержалось, вернее, растянулось с видео. Вообще, с перерывами, но я закончила где-то выкладывать там до конца все это дело, связанное с видео, около, наверное, 7 вечера. После этого уже начала писать сочинение. Сейчас хочу сделать хотя бы пару заданий из этого учебника. И потом сразу спать. Потому что спать реально хочется. Все, я закончила. У меня даже успела ручка закончиться, я уже новую начала. Вот если прям
Вот где-то здесь я начала. Сделала, получается, 8 заданий. Все, мы с Настей уже посидели, немножечко поговорили, поучились. А сейчас я пойду в магазин, хочу зайти мороженки себе купить. Может быть, еще что-то вкусненькое посмотрим. И буду уже идти домой. Возможно, уже пешком приду домой. Сейчас уже 6 часов вечера. Я немножечко полежала и решила полистать, значит, сайты и всякие документы, связанные с поступлением, как подавать, как там другие документы делать для поступления. И это, честно говоря, кошмар. Особенно, когда я дошла до той части, где, оказывается, надо регистрироваться на занятия. Потому что я думала, что тут уже все установленный план есть лекций, а оказывается, что на эти лекции еще надо зарегистрироваться. А если ты не успеваешь на них зарегистрироваться, то зарегистрируешься на другие лекции, которые, возможно, тебе не очень нравятся и на которые ты не совсем хотела регистрироваться. Я нашла какое-то видео, которое вообще по всей этой системе для университетов, где можно регистрироваться, я хочу посмотреть видео. Да, я параноик. Я начинаю все делать задолго до поступления. Но, как говорится, лучше я заранее все это пересмотрю и хотя бы буду знать, на что я не готовиться, а не, знаете, вот в последнюю секунду. И именно в таких ситуациях я использую Luffy AI. Это умный онлайн-переводчик, который помогает не только в учебе, но и в любой ситуации, где нужен точный контекстный перевод. Ты можешь вставлять обычный текст, загружать PDF-документы и изображения, и АИ переведет все с таблицами, формулами и сложным оформлением. А теперь самое интересное. У Luffy AI есть расширение для браузера. С ним можно читать статьи с двуязычным отображением, оригинал и перевод рядом, и даже смотреть видео на YouTube с двойными субтитрами, что очень помогает в изучении языка. Плюс любое слово можно выделить и сразу увидеть перевод и произношение. А теперь немного подписки. У них есть бесплатный тариф, чтобы попробовать базовые функции. А если хочешь больше возможностей, вот что ты получаешь с платными планами. За $9.99 в месяц тебе доступно 5 миллионов АИ кредитов, которых хватит примерно на 2500 страниц перевода. Также с платными тарифами ты получаешь бесконечное количество слов в переводах документов и фото, которые ограничены в бесплатном тарифе до 1500. В более дорогих тарифах, кроме большего количества кредитов, ты получаешь ранний доступ к обновлениям. И если ты этим заинтересовался, то в описании под видео и в закрепленном комментарии я оставляю ссылку на Luffy AI. W dwóch stronach. Na część przedmiotów rejestrujecie się na stronie, na której teraz się znajdujemy. Klikacie w zakładkę. Итак, сейчас 8 часов вечера, и я до сих пор углубляюсь в тему подачи заявок. Короче, я нашла какой-то сайт, где написано шаг за шагом, как все надо будет делать, потому что я посмотрела видео, я ничего не поняла. До сих пор ничего не понимаю и не понимаю еще то, что почему нам в школе не сделали хотя бы 2-3 занятия о том, как все это делается. Потому что у нас когда-то были какие-то занятия, я уже даже не помню, как они назывались, связанные с профессиями что-то. Как правильно себя представлять, как правильно себя вести, например, на интервью, на работу.
Нас, кстати, эти уроки так до конца и не закончились. У нас должно было быть 10 уроков, но у нас, наверное, их было штуки 3. Куда остальные делись, я не знаю. Так вот, я взяла свой супер красивый блокнот, который у меня еще с 2023 года, и буду все записывать сюда на бумагу традиционно вот так вот. И как-то все это вписывать, дописывать даты, когда это будет. Я просто решила начать это делать сейчас, потому что, по крайней мере, я буду представлять, что мне надо будет делать в будущем. А если это начну делать слишком поздно, я начну очень сильно загоняться. А сейчас у меня есть настроение это сделать, поэтому я сделаю это сейчас. У меня тут, кстати, мой ужин. Дрянички мои. Ладно. Все, буду сейчас все это делать и плакать. Потому что, ну, реально ничего не понятно. Я вот посмотрела как раз-таки не уроки, а видео по порталу для университетов, там, где будут планы всех моих занятий, буду записываться на лекции. Я была в шоке, честно говоря. То есть теоретически у нас есть план лекций, но мне на них надо записаться. И не факт, что я успею на них записаться, тогда мне надо будет записаться на другие. А еще мне надо будет взять дополнительные занятия. Я плачу, правда. Плачу, это все очень сложно. Я не была готова к такому. Я не была к такому готова. Доброе утро. Я проснулась. Сегодня воскресенье. И я так сильно испугалась, когда увидела, что осталось 22 дня до экзаменов. Честно, я в шоке, правда. И больше всего я волнуюсь за устный экзамен, к которому я как раз-таки сейчас готовлюсь по польскому языку. Вот пишу все эти сочинения. Просто буду надеяться, что мне попадется вопрос по тем произведениям, которые я хорошо знаю, а именно с периода войны и современности. Вот это реально я их хорошо знаю. По остальным, пожалуйста, меня не трогайте, потому что вот вроде бы я что-то с них знаю, а как начинаю как-то вдумываться, понимаю, что я вообще ничего по ним не знаю. Короче, как-то так. У меня еще сейчас немножечко времени, и я хочу попробовать успеть написать одно сочинение, еще один ответ на вопрос. Супер. Доброе утро. Сейчас у нас 8:50. Вообще, теоретически мне выходить через 10 минут. Но можно еще и через 20. Да, я покушала и сделала себе что-то типа бургера. Поэтому я еще кока-колу себе взяла. Что у меня сегодня по плану? Я пойду только на 2 урока из 3. На географию я не иду, потому что там чисто люди, которые готовятся к экзамену по географии, мне там делать нечего. Но я буду на математике и польском. Также мне надо будет дособирать еще 2 подписи, чтобы мне могли выдать потом диплом об окончании лицея. Забежать еще надо к вице-директор, чтобы она мне там дала правильную бумажку для стипендии, потому что я немножко не то заполнила. Это не то, но оно уже такой, типа, просроченный документ. Надо заполнить новый. Также надо еще другой вице-директор спросить насчет одной стипендии, потому что может быть так, что мне очень сильно повезет, если вообще такая стипендия существует, потому что я когда-то что-то типа такого слышала.
Короче, да, ладно, я буду собираться, потому что мне еще одеться, накраситься, и надо выходить. Через 20 минут. У меня только 20 минут есть. Все, я вышла, я уже опаздываю, честно говоря. Я должна была выйти вообще 15 минут назад из дома. То есть я опоздала на урок где-то на минут 10-15. Но даже сейчас я уже на автобус опаздываю, поэтому придется идти коротким путем. И что хочу сказать, жарко. Уже жарко, хотя я надела куртку и майку. Уже жарко. Чувствуется хотя 15 градусов только. Но вот именно духота такая стоит. Итак, все, я уже вышла с лицея. Честно, вообще нет ощущения, как будто туда пришла на 2,5 урока. Я просто на математике посидела и даже не поняла, что они там делали. На польский тоже быстро прибежала, и еще и опоздать умудрилась. А еще мы ходили и просто бегали по кабинетам. Искали людей, чтобы поставить подписи нужные. Потому что если эти подписи не получить, то просто-напросто я не получу диплом, как я уже говорила. Также подходила, спрашивала насчет стипендий. Оказалось, что я все правильно там вписала. Но у меня там была одна надежда получить еще вторую стипендию, но оказывается, можно было подаваться только на одну. Из-за этого, да, я получу только одну стипендию. Ну, еще и от школы, которая не должна быть по умолчанию. Сейчас уже 9:30. Я читала, грубо говоря, все это время сокращение одного произведения, повторяла все по нему, потому что оно на самом деле очень большое. Там целая куча разных тем, которые можно использовать на экзамене. А сейчас у меня в планах полчасика поделать упражнения из этой книжки, потому что я понимаю, я много пишу сочинений, но именно такого практического я ничего не делаю. Да. А еще я как-то пытаюсь восстанавливать свой водный баланс, потому что я иногда, бывает, за день выпью только полстакана воды, какую-нибудь одну чашку кофе и один чай. Вот так вот все у меня плохо. И да, до сегодня я выпила одну такую бутылку. Вот такие планы у меня на ближайшие полчаса. Я не помню, я говорила, но завтра в школу я не иду. Потому что каких-то таких предметов, которые нужны были мне, нету. И навряд ли, в принципе, кто-то придет завтра. Поэтому дома тоже буду заниматься, писать все эти сочинения, делать упражнения и так далее. Всем добрый день. Да, именно добрый день, потому что у меня уже практически час дня, 12:30. Да, просто утром я занималась делами, которые не связаны с учебой, и там, в принципе, нечего было показывать. Какие у меня сегодня планы? Доделать... Где эта книжка? Ладно, ее долго доставать. Доделать задание из книжки, которую я начала вчера делать, потому что я сделала идеально половину из, как это назвать, из теста. То есть там вроде бы 7 заданий из 14, либо 7 заданий из 15. Не помню. И поэтому я просто думаю, сразу доделаю и все. Также написать сегодня 1-2 сочинений.
Да, то есть сейчас мне уже нету такой потребности писать их как такие полноценные сочинения, а просто как устные ответы, и они, получается, выходят короче. Да, и заняться английским языком, потому что английским языком я давно не занималась. В принципе, все. Да, такие вот, к сожалению, реалии подготовки к экзаменам, потому что я буквально делаю каждый день одно и то же. А еще теперь и в школу не хожу. Возможно, только завтра пойду, потому что надо будет ключи отдавать. И в четверг схожу буквально на 2 польских, и все. Ну, те, кто готовится к экзаменам, меня поймут. А те, кто только начинают, либо будут начинать, удачи вам. Да. Ну, зато, прикиньте, осталось 20 дней или 21 день. Я уже, честно говоря, забыла. У меня, знаете, вот так вот я посмотрю, потом еще через 10 дней посмотрю, так осталось 20 дней. Сейчас еще через 10 дней посмотрю, так осталась неделя. Да, короче, как-то так. Доброе утро. Уже 10 часов. Да, из-за того, что я вчера очень поздно легла спать, практически в 12. Я вот так вот долго спала. Я приготовила себе кофеечек. Собираюсь в лицей, потому что надо поехать, собрать подпись от пани, которая раздает ключи, потому что в понедельник почему-то она нас их не брала, и мне теперь надо тащиться туда сегодня. Еще что сделать? Ну, отдать ключи, в принципе, все. Мне на 11:35. Уже 10:08. И знаете, что я осознала только что? Что, оказывается, сегодня последний день. Завтра уже выходной. Я почему-то думала, у нас в четверг мы еще идем в школу. Потому что вроде упоминала, что я хочу в четверг садить на польский язык. В итоге, оказывается, не надо никуда идти. Все, конец. Все, я вышла. Я опять опаздываю. Понятное дело, нет какого-то определенного времени, в которое должна прийти. Но на всякий случай. У нас просто наш классный руководитель будет только на 5-й и 6-й лекции. Поэтому я хочу приехать и без всяких проблем все там порешать. Я вот в платьице вышла. Вообще очень тепло сегодня. Все, я иду домой. Ключи отдать не получилось, потому что, оказывается, надо было сначала подать заявление на возврат денег, потому что мы за шкафчики платили еще в начале 1 класса. Потом оказалось, что наш классный руководитель наделал путаницы, раздавал неправильно ключи. И, короче, она просмотрит все эти заявления, и только вот после праздников можно будет отдать ключи. И да, получается, подпись я не получила. Получу я ее только, скорее всего,
последний день, когда нам будут выдавать все эти дипломы. Надеюсь, тогда можно будет все это отдать. Потому что если я не отдам листик с подписью, мне не выдадут этот... Ой, муха. Мне не выдадут этот диплом. Запихнули, конечно, мне посылку. Я просто заказывала калькулятор и очень сильно надеюсь, что он не сломался и не треснул нигде. Ну, красоте. Красоте. И мой калькулятор. Супер красивый. Он такой вот прозрачный. Дело в том, что нам были нужны именно вот такие вот калькуляторы без всяких логарифмов и разных, да, читерских штук. Чисто вот такой. Он так классно нажимает. Круто. Он такой красивый. И сюда, получается, батареечка. Я не понимаю, оно прикручено вроде. А нет, вот. Короче, вообще, very aesthetic. Буду сидеть вот так вот на экзамене. Все, я дописала сочинение и буду сейчас идти собираться спать. Вот также заканчивать вот это вот видео. То есть это буквально мое последнее видео со школы. У меня столько эмоций, честно говоря. Ну, то есть все. Последний раз, когда я схожу в лицей, это через неделю в четверг. Буквально на 2 урока. Или на 3. А на следующий день выпускной. И все. Школу прошли. Живые остались. Значит, и остальные вещи пройдем. Вот так вот просто. Ладно, все. Пока.